Всем привет. Меня зовут Демид, я из Инфариона. Я исследователь, работаю с Automotive, Telecom, IoT и SCADA. Устройство организации техпроцесса и всякое такое. Презентация будет сегодня именно об основных моментах прохождения аппаратного уровня исследований. Расскажу про то, как, в принципе, идти по устройству и основной момент, куда смотреть, как его не запороть. Допустим, у вас на руках устройство. В принципе, вот именно вскрыть его — это сегодня не проблема. В каком бы он корпусе ни был, инструменты есть, методики открыты. Есть, естественно, защита от этого, защита от вскрытия. И два вот момента не распространенных от этого, очень сильно менее очевидных. Иногда вставляют фототранзистор на плату, чтобы при вскрытии, даже если вы делаете маленькое отверстие, попадал свет и происходило стирание внутреннего программного обеспечения, то есть прошивки, как его обычно называют. И второй момент, устанавливают защелку на плату, соединенную с корпусом, и при вскрытии корпуса кусок платы просто ломается, проводник расцепляется защитный, и процессор тоже понимает, что все, его атакуют, пора, значит, стирать себе прошивку. Нужно про это помнить и быть аккуратным и очень внимательным. Отладочный интерфейс. Вот у нас устройство есть в корпусе, мы его там как-то открыли, раскололи, получили разобранное, но их в 2К20, их нет. Потому что уже все научились отключать, все научились ставить и в дебаг, и, просто они есть, но они не работают. Что тогда делать? Тогда мы, естественно, ищем прошивку на внешнем чипе. Она может, конечно, внутри находиться, но если это не совсем какое-то маленькое устройство, то там все равно будет внешний чип с прошивкой. Что мы получаем? Отключены отладочные интерфейсы, устройство в единственном экземпляре, остается копать наш аппаратный уровень, искать прошивку. Типичное устройство системы, есть оперативная память, как раз запоминающее основное устройство ROM, который мы ищем, и вот, допустим, наш процессор. Как искать? Вот, допустим, самая верхняя картинка — это статическое оперативно запоминающее устройство и динамические вот. С давних времен у них корпуса не меняются, поэтому их легко сразу на плате увидеть, отличить и на них внимание, в принципе, не обращать. Процессор, он у нас всегда под радиатором или как-то там еще тоже отличается. Как на ПЗУ он совсем не похож, поэтому ищем ПЗУ. Немного теории. Нас интересует EEPROM, FRAM и NOR и NAND Flash. FRAM, про нее мог на самом деле никто не слышать, потому что 5 лет назад буквально его начали применять. EEPROM самая старая, NOR NAND самая распространенная. EEPROM — это самый старый тип памяти, состоит из двух транзисторов. Одна ячейка хранения — это транзистор с плавающим затвором, второй транзистор управляющей ячейки. Самая надежная, но самая, получается, мелкая по объему, и особо на ней прошивку не похоронишь, да еще скорость такая себе. FRAM его постепенно заменяет. Устройство как у DRAM, причем RAM, надо обратить внимание, это случайный доступ, это не оперативная память, это именно постоянно запоминающее устройство. Отличие от EEPROM в том, что тип диэлектрика подзатворного — это сигнетоэлектрик, изменяющий полярность на противоположную при приложении напряжения. То есть другой просто физический принцип, и она получается гораздо быстрее, надежнее, правда, пока немного дороже. И время хранения данных при этом схоже с EEPROM. И наиболее используемое — это то, что называется флеш. На самом деле это, по сути, тот же EEPROM, просто его объединили в массив. И здесь надо исключить путаницу, потому что, когда будете искать, будет очень непонятно, что же это такое, чем отличается. На самом деле, вот если посмотреть на транзисторы, почти ничем не отличается, массивы по-другому упакованы. Почему называется NAND-NOR? Потому что имеет схожесть с соответствующими логическими функциями таблицы истинности. Я на всякий случай привел. И, наверное, про NAND-NOR все. Получается, NOR у нас работает быстрее, более надежная, но более дорогая, меньше упакуешь в корпус. NAND работает, сейчас уже его довольно разогнали, все равно медленнее, но плотность компоновки гораздо больше, но там вопрос уже с надежностью, конечно. Тут таблица о плюсах-минусах, то, о чем я только что говорил. EEPROM скорость такая себе, надежность большая, цена хорошая, очень дешево, но объем маленький. FRAM опережает EEPROM во всем, но дорого, пока дорого. А NOR вроде как самое лучшее, тоже дорого, поэтому везде используют NAND, у нас у всех в компьютерах.
Embedded тоже уже, в принципе, научились нам делать, ну, достаточно надежно с ним работать, использовать контрольные суммы, резервировать побольше блоков, чтобы служило побольше. Этот слайд показывает немного корпуса. На самом деле их гораздо больше, все не перечислить. Первое, что мы на них ищем, это маркировку. Стандарты на серии ПЗУ, ну вот то, что мы видим, любая маркировка, она у нас раскладывается на какие-то кодификаторы, которые о чем-то говорят. Пошло это с фирмы ST. Они начали так маркировать свои микросхемы. Сначала код производителя, потом серия микросхем их внутренняя, и дальше уже пишут, что хотят. К стандарту, к единому, к сожалению, рынок не пришел, поэтому возникают такие коллизии. Вот, допустим, как на слайде представлено, у нас флешка одна от Spension, другая от Micron. При этом обе 29-е серии, и одна NOR, другая NAND. И вот так на самом деле сходу не угадаешь. А чем же ее читать, что для нее подойдет, какой программатор брать, адаптер и так далее. И куда, собственно, смотреть, когда мы что-то вскрываем. В принципе, рынок разработки устройств, встраиваемых устройств, в принципе, девайсов, у него тоже есть своя мода. У него тоже есть своя мода, свои мейнстримы, поэтому в зависимости от типового дизайна, как его можно назвать, воевать приходится в разные стороны. Что там, брать IBM PC вот можно выделить роутеры проектируют плюс-минус одинакового бытового сегмента, это важно. А ответственные применения, причем что это телеком, что это automotive, что это скейда, там плюс-минус одни и те же каноны. Интернет вещей и смартфоны. Тоже такая отдельная совершенно ниша. В случае с IBM PC оно что подразумевает? Ну, x86 на самом деле не обязательно. Там как бы и Apple вроде как IBM PC делал на PowerPC. Но главное — модульность. Модульность, все вынимается, диски вынимаются. Там кроме флешки BIOS ничего найти нельзя. BIOS у нас будет на 24-й серии наверняка по I2C интерфейсу, и на 25-й SPI NOR флешке уже там наверняка лежит UEFI, просто потому что объем больше, на I2C и PROM его не запишешь. Ну, если уже интеловский процессор серьезный, когда используется ME, используют обычно две SPI NOR флешки, чтобы физически разделить. ME лежал на одной, BIOS на другой, ну, UEFI. В случае с маршрутизаторами бытовыми, если прошивка умещается в 16 мегабайт, то обычно ставят SPI NOR флешку и вообще не парятся. Если нужно больше, то там уже будет NAND. Вот на слайде показано, как они выглядят. Больше в них ничего не бывает. Ответственное применение. Здесь все гораздо интересней. Если устройство ответственного применения и не выполнено по стандартам евромеханики, то там будет наверняка несколько плат. Они будут идти каким-то брэдбордом, у них будут какие-то переходные интерфейсы. Там может быть вообще PCI-Express, который похож на SADIMM под оперативную плату. И будет много запоминающих устройств просто для того, чтобы сертифицироваться по стандартам. Нужно это все разнести, нужно еще, чтобы было понадежней. Вот. ID-логи записываются обычно в 24-ю серию в UPROM или FIRAM, то, что сейчас уже начинает использовать. Загрузчик лежит, потому что он маленький, на NOR 25-м, и внутреннее программное обеспечение уже на параллельной NOR-флешке 26-29 серии. Либо, NAND используют редко. Если используют, то целый массив с резервированием. Интернет вещей, он уже сейчас... Интернетом вещей сейчас называется все умное домашнее, до скейда уже сейчас называют интернетом вещей, потому что, оно вроде как в концепцию подходит. Поэтому там может быть от мала до велика, начиная с PI-флешками, заканчивая eMMC. Это когда NAND вместе с хост-контроллером в одном пакете идет. И обращать внимание стоит на все. В телефонах история другая. В телефонах у нас все самое новое, все самое крутое. Поэтому и здесь нам на руку. Оно всегда выглядит одинаково. Собственно говоря, в телефонах сейчас Apple ставит SSD-шники, получается. То есть... У них NVMe накопитель на PCI-Express, выглядит он вот как слева снизу. Это так же, как NAND корпуса они не меняли. И либо eMMC, либо eMCP. Расшифровка на слайде. eMMC — это
NAND с хост-контроллером, как я сказал, а EMCP — это к NAND, которым управляет хост-контроллер в одном пакете, еще добавили оперативную память, и все это засунули на процессор, чтобы было покороче, побыстрее. После того, как нашли микросхему, нашли на ней маркировку, бывает, что, ну как бывает постоянно, маркировка непонятная, то есть ты не видишь строку целую, ты не можешь ее как-то в голове разобрать, понять, что это за производитель, что за серия, кому прикинуть. Есть декодеры у производителей. Ну, рано или поздно учишься отличать по маркировке, именно по лейбликам, кто это такой, и сразу понимаешь: о, микрон, идем на сайт, вбиваем код, и они нам выдадут сразу, получается, даташит. Ну, он, естественно, будет под замочком, надо будет еще на Багминот сходить, забрать там аккаунт, но это другая история. Если декодера нет, а на самом деле его почти никогда нет, он есть только у Микрона, наверное, еще паре контор и работает так себе, приходится уже идти на ухищрение. И еще момент: если маркировка непонятная, то надо сразу идти к японцам, то есть вместо вот какой-то структуры прослеживаемой мы видим просто набор букв. А это наверняка японцы прям гарантированно, они любят очень запутанно, непонятно. У них есть своя логика, и она потом станет ясной, когда найдется ответ, но когда найдется ответ, это уже не нужно, поэтому если совсем непонятно, то да, идем к японцам. Они все пишут на сайтах. Как гуглить? Ну, наверное, все умеют, добавили ключевые слова, окей, но на самом деле Google по-хорошему ничего не выдает. Самый в реальности действенный инструмент — это Google картинки по запросам, это AliExpress, на котором продаются микросхемы. Они сами не понимают, что это такое, что это, какие там даташиты, что это, ну вот зачем. Они делают бизнес, они выпаивают, продают, и пишут маркировку сразу с микросхемы, и под этим соусом оно и выходит на рынок. У нас, получается, да, есть возможность найти по маркировке неизвестной, и там уже как-то выйти. Форумы понятно. Да, по программаторов надо не забывать обращаться, потому что, допустим, мы используем продукты LNEC, Biprog программатор, и у него есть приличная база, там мы просто вбиваем и видим сразу же, что это такое, зачем, зачастую они прикладывают даташиты, самим искать не надо. Если все совсем плохо, то несколько раз меня выручал GitHub. Если все ультра-супер confidential, ничего нет, то обычно есть тест project by кто-то, у которого в сорцах ровно твое название, и там сразу написано, что это такое, и там еще драйвер приложен, и еще какие-нибудь скрытые команды для того, чтобы заблочить и разблочить флешку на запись. Вот, про GitHub не стоит забывать. Оборудование... Ну, про оборудование можно только сказать, чего делать не стоит. Не стоит покупать дешевые китайские пинцеты, потому что купишь 50, все сломаются через неделю. Легче купить хороший. И надо быть очень осторожным с флюсом. Почему? Ну, как пример я привел очень известный флюс ТТ, его еще называют розовый гель. Он хороший, если мы паяем плату от какой-то советской установки, и там не будет гигагерца частоты. Если мы паяем блок питания, он окей, тоже подойдет. Его проблема в чем? Он не отмывается и проводит ток, ну, я написал некоторых, на самом деле на высоких. То есть вроде как спаяли, процессор инициализируется, ну, то есть получается результат есть, и при пайке никаких косяков не допущено, все работает. Но как только процесс начинает разгоняться, делает гигагерц, ток проводится через этот флюс до конца, он плохо смывается, как я сказал, и получается такой как бы отказ Гейзенберга. Он вроде есть, вроде его нет, и вот непонятно, как он проявляется, а иногда он и не проводит. В итоге все сводится к тому, что железка не чинится, покупается новая. А все из-за вот этой баночки за 50 рублей, 80, не знаю. С компаундом на самом деле проблем никогда нет. Он в любом случае решается температурой. Единственное, что сейчас уже додумываются просто паять настолько низкотемпературным припоем, чтобы вместе с компаундом отходила полплаты. Ну, просто достаточно спаять с плавом Вуда, мы будем греть его там 150-200, компаунд будет улетать, и вместе с ним все мелкие компоненты, то, что называется рассыпухой. И когда мы будем, допустим, пробовать скрывать какую-нибудь там защищенную флешку, вроде мы все очистили, но завести ее никак не сможем. А диск у нас зашифрован, и дальше надо будет все восстановить, чтобы пройти.
пайка всегда стоит ориентироваться на термопрофиль, указанный у производителя на микросхему. Термопрофиля всегда в конце в самом. На самом деле ими никто не пользуется, если честно. Но в тот момент, когда пережаривают и она просто перестает работать, бывает очень больно, потом опять начинают пользоваться. Они на самом деле редко отказывают. Микросхема — это все очень надежные вещи. Пользуются, потом перестают. Именно в этот момент что-то происходит. Поэтому легче это сразу взять за правило и как-то учитывать что-то еще важное. Да, если не отпаивается микросхема с планарными выводами, то сразу можно не думать, примешивать уже сплавы, ПОС-63, всем известный, и розе или сплав Вуда, если все совсем плохо. Та температура пайки понижается средняя, и микросхема отходит. Ну и не устраивать перепады температуры, иначе будет перекос резкий. То есть отпаяли, все горячее, не надо сразу чистить, не надо сразу кидать в спирт. Когда выпаиваем микросхемы с выводами, всегда надо проверять, что, во-первых, они в одной плоскости горизонтально находятся ровные, сядут, не сломаются. Нет закороток, перемычек, образовавшихся от припоя, чтобы и программатор не спалить, если защиты нет, саму микросхему. С БГА убирать старый припой, наносить шары. Базирование. С базированием интересно. То есть мы БГА микросхему сняли, шары мы тоже убрали. Программаторы с прижимными пинами, к которым можно прижать микросхему, они на самом деле опасны тем, что если не давят напрямую в пад микросхемы, то они просто могут продавить, проткнуть. Именно текстолит с медной площадкой у микросхем, он зачастую очень тонкий, очень хрупкий. Поэтому профессиональные программаторы всегда рассчитаны на то, что мы отреболим наш БГА-чип перед тем, как будем считывать. И вот здесь есть важный момент реболлинга. Кто-то начинает покупать оснастку специальную, затариваться, чтобы там все установить, как-то под микроскопом подвертеть, накатать эти шары. На личном опыте не советую. Просто время уйдет. Легче скотчем к трафарету чип прилепить, все это напаять и потом быстро-быстро чип отодрать, чтобы когда флюс засохнет, это сделать будет невозможно. Вот. Ну, собственно говоря, так китайцы и делают. Ни разу у китайцев не видел какой-то специальной оснастки. И еще очень важный момент. Правильно нужно считать. Что значит правильно? Нужно просто программатора настроить. Почему? Вот, SPI NOR и EEPROM I2C флешки, там у нас 8 ног, они всегда гарантированно, все ячейки не битые, мы просто берем, читаем весь массив. С NOR-флешками то же самое, они с завода выходят всегда полностью рабочие, тоже читаем весь массив, все окей, если она просто не сломанная. А у NAND флеш техпроцесс устроен так, и в принципе нельзя это сделать за такую цену, чтобы оно было супернадежно. Поэтому они все с завода выходят одна ячейка битая, 2 ячейки битые, 3. Для того, чтобы с ними работать, применяют специальные коды коррекции, система контроля целостности, выделяются блоки. То есть производитель, когда отдает разработчику как вендор устройство, он применяет, диктует на самом деле и советует, рекомендует систему. Вот смотри, у тебя вот здесь резервные блоки, вот здесь такие резервные страницы. Используй вот такую систему. А какой момент? Если ты разработчик, у тебя флешка, ты можешь делать что угодно. А если кто-то до тебя устройство разработал, он может взять и системные области переиспользовать под себя, потому что ему там килобайта не хватило, и он туда залезет. А мы, когда начнем читать программатором, LNAC, допустим, знает, кто что применяет. Поэтому он просто этого не заберет, мы это дело в IDU загрузим, у нас просто инструкции пропадут. Поэтому всегда стоит делать row dump на весь массив, абсолютно на весь, вместе с системными областями, и потом уже в нем копаться. Вопросы? Что делать, если плата покрыта лаком? Лаком? Да, лаком. Там надежность, все дела. Сводить. И как его сводить? На самом деле самое действенное ацетон, но ацетоном страшно, потому что он может на текстолит подействовать. Самый действенный метод — это скальпель, на самом деле.